Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос выбора препаративных форм препаратов от блох и клещей. Что лучше, выбрать ошейник, капли, спрей или таблетки? В предыдущем видео мы с вами определились с тем, какие препараты наиболее эффективны, и знаем, что чуда нет и нет препаратов на 100% защищающих животных от эктопаразитов, в том числе и от клещей, которые являются наибольшей головной болью у владельцев собак. Это очень животрепещущий вопрос. Ведь если бы не клещи, то, наверное, и вопрос выбора препаратов не стоял бы так остро. Основные правила выбора эффективных препаратов достаточно просты. Берите препараты только проверенных производителей, с хорошей репутацией, и не нарывайтесь на подделки. Подделок эктопаразитарных препаратов или их некачественных аналогов сейчас очень много. Чтобы этого избежать, покупайте препараты только у тех продавцов, которым доверяете. И, конечно же, при выборе препаратов всегда советуйтесь со своим ветврачом. Эти простые правила построены на костях погибших животных, так что не нарушайте эти правила. Теперь вернемся к формам эктопаразитарных препаратов. Чему отдать предпочтение? Первыми рассмотрим шампуни от блох и клещей. Наверное, это было самое первое средство в борьбе с эктопаразитами, которое появилось на рынке зоотоваров. Пользоваться эктопаразитарным шампунем очень просто. При купании намылили животное, выдержали минут 10-15, а потом смываете. Длительность действия шампуня небольшая. Если после него не применять другие шампуни, то действует он в течение суток. В каких случаях я бы рекомендовал шампунь? Например, если у вашего животного появились вдруг внезапно блохи, то я бы советовал сначала покупать животное с этим шампунем, а потом уже при необходимости применил бы и другие средства, будь то капли или ошейник. Если у вас кошка или собака, и они где-то хватанули блох, а у вас есть маленький ребенок, который любит с этой кошкой играть, то лучше помыть кошку с шампунем, а потом его смыть обычным шампунем, и через каждые 2 недели процедуру следует повторять. Для полного уничтожения блох потребуется где-то 2-3 обработки. Если у животного появились блохи и вероятность повторного заражения очень большая, то я советую сначала помыть животное эктопаразитарным шампунем, а потом дня через 2 обработать животное или каплями от блох, или одеть ошейник. Рассуждать о том, что лучше применить, например, капли или ошейник, или наоборот, не имеет смысла. Все эктопаразитарные препараты относительно безопасные, как для животного, так и для человека. Но это совсем не значит, что эти препараты абсолютно безопасны. Понятно, что видимых отравлений ни у животного, ни у человека вы не увидите. Но все равно инсектициды это не сахар. Это все равно токсические вещества. Хотя даже и сахар не такое уж безобидное вещество, если им злоупотреблять. Поэтому в любом случае обрабатывать против эктопаразитов надо, а куда же деваться? Но если животное живет в семье, особенно если есть дети, которые будут гладить и целоваться с животным, то это вредно для их здоровья. Тем более, что проконтролировать, кто и когда мыл руки, тоже очень сложно. Если животное часто гуляет на улице, где есть большая вероятность частого перезаражения блохами или есть угроза клещей, например, то в таких случаях следует применять более сильную защиту от эктопаразитов в виде капель, ошейников или таблеток. А куда деваться? Но при этом меры безопасности должны соблюдать все члены семьи. Причем соблюдать их более жестко. Всегда мыть руки после общения с животными. Принцип действия капель и ошейника в чем-то очень похоже. Капли наносятся на холку животного, и потом действующее вещество равномерно распространяется в подкожном жировом слое. Эффективность капель около 1 месяца. В случае с ошейниками, то действующее вещество запрессовано в пластик и постепенно выделяется из ошейника на протяжении всего периода действия. И точно так же распространяется в подкожном жировом слое. Продолжительность действия ошейника больше, чем продолжительность действия капель. Есть ошейники, которые остаются эффективными даже до 8 месяцев. И капли, и ошейники не боятся кратковременного намокания. Например, дождя или собака заскочила как-то в воду. Хотя намокание уж точно не повышают ни эффективность ошейника, ни капель. Поэтому следует избегать частых намоканий. Если же возникает необходимость покупать животное с моющим средством, то капли смоются, а ошейник
можно на время купания и снять. Хотя при такой процедуре эффективность ошейника тоже снижается, так как снижается первоначальная концентрация действующего вещества в подкожном слое. Действие ошейника восстанавливается только через пару дней после одевания его на вновь выкупанные животные. При применении ошейника на больших собаках или собаках с длинной шерстью действие ошейника тоже несколько снижается. Поэтому сказать однозначно, что ошейник лучше или капли, нельзя. Это уже вопрос больше личных предпочтений. Если вам не сложно проводить обработку собаки каждый месяц и нет необходимости ее купать, то капля это очень удобно и эффективно. Если хотите обеспечить долговременную защиту, то тогда оденьте ошейник и можете на полгода забыть об эктопаразитах. Хотя я бы советовал всегда обращать внимание на возможное наличие эктопаразитов. Мало ли что. Причем обращать внимание на наличие клещей следует каждые пару часов, если вы находитесь на прогулке. Что касается спреев, то это тоже эффективная форма препарата против эктопаразитов. Действующее вещество спрея также накапливается и циркулирует в эпидермисе и сальных железах животного. Но в этом случае есть риск слизывания спрея животными или попадания его на слизистые оболочки. Да и человек может наглотаться препарата при обработке. Также очень сложно правильно подобрать дозировку этой препаративной формы. Но спрей надо обязательно иметь в арсенале борьбы с клещами. Зачем? Я об этом скажу несколько позже. В последнее время появились препараты против блох и клещей в таблетированной форме. Это очень удобно. Дал таблетку, и животное в течение нескольких месяцев защищено. Причем нет проблем ни с намоканием, ни с купанием. А самое главное, что это безопасно для нахождения животного в квартире. Ведь в данном случае действующего вещества нет на шерсти животного. А значит, риск попадания этого действующего вещества в организм человека отсутствует. И если в семье есть дети, то это очень серьезное преимущество. И о применении этой препаративной формы стоит серьезно подумать. Единственное, что мне не очень нравится в этой препаративной форме, так это то, что в нем нет репеллентных свойств. То есть клещ или блоха, чтобы погибнуть, должны сначала укусить собаку. И блохи погибают в течение 8 часов, а клещи в течение 12 часов. Согласно данных о биологии клеща, заболевание пироплазмоза возникает через 24-36 часов после укуса. То есть при применении таблетированной формы эктопаразитарного препарата клещ не должен вызвать заболевание собаки пироплазмозом. Но мне здесь очень не нравится слово «может». А тем более, что в инструкции по применению препарата нет утверждающей информации о том, что собака не заболеет пироплазмозом при укусе клеща. А теоретизировать и надеяться только на авось – это преступно. Вот будет у меня достаточно информации и статистических данных по этому вопросу, тогда я вам с уверенностью расскажу, защищают ли препараты этой препаративной формы от клещей или нет. А пока у меня нет таких данных, то сказать не могу. Да, и для собак, страдающих блошиным дерматитом, этот препарат тоже не подойдет. А так, очень хорошая, удобная и безопасная препаративная форма. Я рассказал вам о том, какие формы препаратов от блох и клещей предпочтительны в тех или иных случаях. Это касается обычных стандартных условий. Собственно говоря, тех условий, под которые и разрабатываются эктопаразитарные препараты. Есть еще и нестандартные условия. Например, прогулка в лес, на охоту, где очень много клещей. Мы рассмотрим и эти случаи. Выход из этой ситуации тоже есть. В таких случаях надо применять сочетание разных форм препаратов, так как препараты, которые предназначены для стандартных условий, в этих условиях могут и не сработать. Ведь если вдруг на животном появятся блохи, то это не катастрофа. В случае, если животное не подвержено блошиному дерматиту. А вот если клещи, то это может быть уже смертельной опасностью для животного. Как этого не допустить и какие препараты применять при этом, рассмотрим в следующих видео. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!